Poco M3 смартфон за достаточно небольшие деньги, но со своими нюансами на канале Технозон. Поехали! Вот кто только не хайпился на теме Cyberpunk 2077, ну или Киберпанк, как говорят в русскоязычном секторе интернета. И компания Poco тоже в их числе. Ну, все мы помним, что OnePlus 8T вышел такой себе Cyberpunk 2077 версия, где вот именно вот такой вот дизайн. С вот этой вот вставкой с 3 камерами, которые Poco повторила, но только вот эта вот надпись Poco, я не понял, зачем они это сделали. Короче, смартфон достаточно дешевый, на Snapdragon 662 с Full HD Plus экраном. 662 Snapdragon, спросите вы, мне даже в моем ТикТоке один человек написал, было бы лучше, если бы это был хотя бы 665. Но дело в том, что это первый смартфон на этом чипсете, на 662 снапе, который на самом-то деле немного даже производительнее, чем 665 Snap. Самое интересное, они собрали неплохие характеристики. В моем версии это 128 гигабайтная версия, и вот казалось бы, все хорошо, цена в районе 130-160 баксов, 3 камеры, Snap, 128 гигов, камера 48 мегапикселей, фронталочка на 8. И вот хорошее вроде бы такое, знаете, сочетание характеристик, но отсутствует NFC. И тут у меня все рухнуло. Когда я его получил, потестил, NFC нет, и мне она стала, откровенно говоря, неинтересно, разве что моему ребенку. Очень хорошо, что поставляется она с быстрой зарядкой, в отличие от того же iPhone 12 за больше, чем $1000. Но плохо, что это пластиковый корпус. Здесь не только пластиковый корпус, здесь и пластиковая рамка. То есть они начали удешевлять этот смартфон и решили закрыть сектор смартфонов, то есть закрыть полностью рынок до $150. Я думаю, что он больше ориентирован на рынок Индии, скорее всего, потому как с развитием электронных платежей функция NFC очень и очень востребована в наших странах, в частности в странах СНГ и в Европе. А вот мне стало интересно, за счет чего еще они удешевляли, потому что ну цена-то действительно интересная. И вот мы уже с вами на AliExpress смотрим, что цена-то не такая, как я сказал, буквально минутой ранее. Почему? Потому что на старте продаж он стоил дешевле, намного дешевле. И получается, что сегмент до $150 они закрыли только лишь с размером памяти в 64 гигабайта. Если брать 128 гигабайт, то это уже $169 за обыкновенный официал стандарт. Существует он в различных цветовых гаммах, это серый, черный и синий. И давайте посмотрим, что же они пишут на самом Алиэкспрессе. В характеристиках: тип батареи несъемный, 64 за версию 149, Quick Charge 3 поддержит, емкость батареи 6000 мАh, 48 мегапикселей камера. И тут Type-C, конечно, они указывают, разрешение экрана в 2340 на 1080, в размер экрана в 6,53 дюйма. И вот здесь тип экрана с вырезом. Вырез действительно, знаете, чего выбесил? Выбесил этот вырез, потому что я, честно говоря, не люблю смартфоны с вырезом. Выглядит это вот таким вот образом. Это каплевидный вырез. Да, они сделали дешевый смартфон, да, сэкономили на чем могли, но это уже настолько, знаете, я называю это атовизмом, что к концу 2020 года я бы уже такое не решился бы делать. То, что я уже говорил, разрешение фронтальной камеры у нас 8 мегапикселей, Qualcomm, версия Bluetooth 5.0, оперативная память 4 гигабайта, 8 ядер процессор. Слушайте, за счет чего же они тогда, получается, у нас еще удешевляли? Когда мы начали изучать более детальные характеристики, то мы обратили внимание на то, что здесь Corning Glass Gorilla 3, то есть это далеко не последняя Corning Glass Gorilla, то есть они здесь немножечко удешевились. Они поставили UFS 2.2 на 128 гиговую версию, UFS 2.1 на 64. Не скажу, что сильно удешевились, но это не топовое решение. Хотя, чего мы ждем в смартфоне за 150 баксов? И вот здесь мы добрались до камер. И камеры, откровенно говоря, меня вообще не впечатлили. 48 мегапикселей это скорее маркетинг. Почему? Потому что все примеры съемок этой камеры, оригиналы этих съемок лежат в описании под видео по ссылочке, так же как и видео. К камере мы вернемся немножко
немножко позже. Снимает камера в 30 FPS, 1080p максимум, то есть здесь ничего примечательного. Два вот этих вот дополнительных модуля по 2 мегапикселя на макросъемку и на типа на глубину, на определение глубины вообще ни для чего здесь не нужны. Я считаю, что это лишнее в данном случае. И у нас получается передняя камера тоже с апертурой 2.1, широкоугольная, записывает 1080p 30 Гц. А, кстати, основная 48 мегапикселей с апертурой 1.8. Это в широкоугольном формате и 2.0. Короче, я что-то вот не понял вообще. То есть делали камеру, но сделали, что делали. Очень хорошо, что поддерживает 5 ГГц, поддерживает Bluetooth 5, поддерживает протоколы A2DP, LE. GPS она поддерживает AGPS, GLONASS и Baidu, BDS. NFC, само собой, нет. Инфракрасный порт. Ну, инфракрасный порт у нас, дело в том, что традиционно присутствует в этих вот Xiaomi Poco. Это суббренд Xiaomi все-таки. Заявляется, что есть FM радио, USB Type-C 2.0. Вот это вот сюрприз. Уже USB 3.0 пора делать. И литий-полимер 6000 мА. В принципе, больше ничего они такого не указывают критичного. Знаете, на что обратил внимание? Что через 3,5 мм джек, 24 бита, 192 кГц аудио. А вот это действительно интересно. То есть почему? Потому что вы получите достаточно хороший, качественный звук при использовании наушников через интерфейс 3.5. Что еще хорошо меня очень сильно порадовало за такую цену, это действительно стереозвук. То есть у нас есть динамик здесь и есть динамик с другой стороны. Насчет игровых возможностей мы, конечно же, с вами сейчас перейдем на полную распаковку. Мы его потестируем в играх. Мы потестируем спидтест на модуль 802.11ac. Все-таки 5 ГГц. Я вообще фанат этого всего движения с высокоскоростными роутерами. Но очень трудно его назвать каким-то вот супер игровым решением. На низких, на средних настройках вы сможете поиграть в нормальные, допустим, игры типа Shadowlands Legends, или мы играли на нем в PUBG Mobile, или PUBG, или PUBG, как вы его называете, черт возьми, это все-таки аббревиатура. Но еще одно решение, которое мне понравилось в данном смартфоне, это отпечаток пальцев слева на этой кнопке. То есть здесь сенсор отпечатков пальцев, и срабатывает он достаточно неплохо. То есть вам достаточно его заблокировать, поднести палец, и он неплохо разблокирует. Смотрите, то есть мы блокируем и разблокируем. Здесь у нас как бы вообще претензий нет, мне это вообще решение нравится еще с момента, когда первыми начали это использовать Sony в своих смартфонах, и я тогда очень сильно радовался этому моменту. Почему? Потому что на OnePlus мне, вот честно говоря, на экранный сенсор не очень удобен, он мне не нравится. Мне больше нравятся такие вот боковые решения, удобно для проведения оплат, то есть Touch ID мне вообще очень сильно нравится, в отличие от iPhone 19, где нет Touch ID. Когда мне говорят, а вот есть Face ID, ну давайте там каждый раз, чтобы провести оплату через банк, клиент снимать шапку или что-то еще придумать, или маску сдвигать, или вообще фотографироваться, половина маски так, половина так. Я там уже такие смотрел лайфхаки, люди извращаются. Насчет скорости зарядки. Скорость зарядки, которую вы видите, которую мы получили в результате нашего тестирования, я вам скажу, это не самые плохие результаты по скорости зарядки, в принципе, для такого маленького бюджета. А вот по автономности на целых 6000 мА можно было выжить побольше. Почему? Потому что 2 дня автономности на 6000 в среднем таком режиме использования, какой-то легкий браузинг, немного музыки, немного поиграть и, конечно же, пару звоночков, ну, это достаточно мало для столь большого объема аккумулятора. Мой OnePlus 8 может примерно столько же, даже больше, наверное. В принципе, я видел уже тесты доскональные, мы тоже тестировали, наш результат мы сначала не поняли, потому что он проиграл моему OnePlus 8 с меньшим объемом батареи, и вот как бы говорю как есть. То есть вы видите сейчас тоже результат тестирования. Мы никуда от этого деться не можем, показываем всю правду. Слушайте, ну мы можем долго сейчас рассуждать о том, хороший он, плохой, но ссылочка на данный Poco лежит в описании под видео. Ну и, конечно же, участвуем в розыгрыше наших самых крутых призов. Сейчас мы разыгрываем на момент съемки этого видео плойку 5 PlayStation 5. Ссылочка на условия лежит в описании под видео. Переходим, участвовать там вообще ничего не надо для того, чтобы участвовать. Мы разыгрываем очень большое количество призов. За год мы разыграли и видеокарты их игровые, и Nvidia Shield TV, теперь с PlayStation 5. Буквально там 1,5 года назад мы разыгрывали PlayStation 4. Ребят, переходим, участвуем. Подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, а мы берем наш смартфон, идем на распаковочный наш стол и уже на нем будем смотреть, чего же он там может и что же у него там в комплекте. Переходим.
Вот он, Poco M3 на распаковочке. Давайте посмотрим, что у нас там внутри. Сама по себе коробка вообще ничем не примечательная. No name, скажем так. И вот он, красавчик. Красавчик-то наш. Воу. Сразу бросается в глаза вот эта вот тройная камера. Сейчас будем снимать пленки. Давайте снимаем пленочку. Ах! В стиле киберпанк. Вообще шиза, я вам говорю серьезно. Класс. То есть OnePlus Cyberpunk Edition. И здесь у нас Poco M3 Cyberpunk Edition. Тройная камера. Есть у нас сразу же вспышечка с этой стороны. Сзади у нас текстурированная крышка. Слушайте, ну похоже на пластик. Но она текстурированная, прикольная. На экране у нас какая-то пленка. При этом сверху с полосой, поэтому пленка должна быть демонтирована. Пленка сама по себе транспортировочная, и под низом у нас есть еще одна пленка, поэтому, ну, в принципе, это круто. Это круто. Хорошо, по бокам качелька громкости, есть у нас кнопка. Не знаю, если здесь дактилоскопический сенсор был бы, было бы вообще круто. Ну, посмотрим сейчас по факту. USB Type-C, динамик, микрофон. С другой стороны у нас есть лоток для сим-карт. Сверху еще один динамик. Есть разъем 3.5, что сейчас не часто встретишь. И еще один микрофон. Вот этот вот экран на 6,53 дюйма FHD+, он очень неплох. Сверху камера, как мы уже поняли. Ладно, посмотрим, что Poco еще положили в комплект. Положили зарядочку обыкновенную, как по мне. Хотя нет, здесь быстрая зарядка. Она заряжает 5 вольт 2 ампера, 15 ватт, 9 вольт 2,23 ампера 25 ватт и 12 вольт 1,67 ампера 20 ватт. Так что здесь быстренькая зарядочка. И есть у нас еще здесь 10 вольт 2,25 ампера максимально 22,5 ватта. Прикольно, прикольно. Сразу же тестируем, посмотрим на триггеры, что выводит зарядка. Вот очень хочу видеть всю правду о ней. Он зашел в Quick Charge 3, но нас это не интересует. Я хочу посмотреть, какие триггеры есть. Зарядочка у нас поддерживает BC 5 вольт 1,5 ампера. Quick Charge 2 5, 9, 12 вольт и Quick Charge 3. Да, действительно, не обманули, быстрая зарядка в комплекте. И при этой цене смартфона еще с быстрой зарядкой, ну, далеко не iPhone, конечно. Все, зарядочку откладываем, за зарядку зачет. Что еще у нас сюда засунули китайцы? Есть у нас фирменный чехол, ну как фирменный, обыкновенный силикон, но это позволяет нам избежать дополнительных трат, особенно на старте продаж. Обычно чехлов днем с огнем не сыщешь, и это огромный плюс. Есть скрепочка у нас для открытия лотка сим-карты. Это я тоже хочу сейчас открыть, проверить. Вау, вот это они крутые. Слушайте, что же здесь можно сделать? 2 лотка для сим-карты и лоток еще и для SD-карты. Слушайте, ну это вообще действительно подарок судьбы. Обычно какие-то бутерброды лепят, карты пиляют. Здесь вообще шикарная реализация. Все, ребят, я, честно говоря, немножко приподвис. Пока что мне это очень сильно нравится. Давайте включать его, будем проверять. Сейчас мы его в чехольчик засунем. Ах, в чехле он тоже неплох. Сильно большой толщины оно не добавилось. Дизайн от Poco. Как они написали, ну снизу стандартный вот этот вот Xiaomi-шная заглушка. Сам по себе чехол достаточно качественный, экран не касается поверхности стола. Смартфон пришел заряженный. Сейчас проведу первое включение и посмотрю, потом уже перейду на настроечку, посмотрю, что он из себя представляет. Слушайте, ну классный дизайн, действительно классный. Чуть смущает вот эта задняя крышка, была бы она цветастая, мне бы больше зашло, но текстурированная тоже неплохо. Подключить его к интернету, он сразу же поддерживает у нас 5 ГГц. Мы видим, что он задетектил Xiaomi-шный роутер. И к нему он без проблем подключился. Вот здесь у нас сразу предлагает настроить отпечаток пальца. И как я и хотел, здесь на боковой панели находится этот самый отпечаток. То есть нам достаточно просто понажимать на боковую панель. Очень любил эту реализацию в Sony. Попали уже на главный экран. Пускай он донастраивается. Хочу проверить, как работает отпечаток пальца. Он мгновенно разблокировался.
Отлично, обожаю вот такую реализацию отпечатков пальцев. Слушайте, настраиваю, немножечко похожу, пофоткаю и вернусь к вам уже именно с протестированной камерой, с настроенными приложениями для того, чтобы мы могли с вами оценить всю прелесть данного смартфона. Мы уже все настроили, вы знаете, вот то, о чем я говорил в предисловии, плавности действительно нет. Здесь нет 90 Гц, это факт. То есть они выбрали дешевый вариант исполнения экрана, и мне это не понравилось. То есть в Poco, который мы до этого обозревали, было 90 Гц, там было все более красиво. Здесь действительно как-то не совсем плавненько отрабатывает интерфейс, но да ладно. Опять же, мы говорим, что цена действительно оправдывает это все дело. Если мы пойдем с вами в AIDA 64, то в системе мы с вами увидим, что это тот же Poco, плата Citrus, Qualcomm платформа, вернее аппаратура Qualcomm Bengal платформа 4х128, доступна на 128, 108 из коробки. Bluetooth 5 здесь, хотя там написано 4+, это значит 4 в большую сторону. Snapdragon 662, 4 ядра по 1,8 ГГц и 4 ядра по 2 ГГц. 4 ядра из них энергоэффективны. Это не значит, что все 8 ядер работают одновременно. Очень хорошо, что набор инструкций 64 бит, и мы видим частоты сейчас, все в принципе у нас тут правильно работает, отлично. За отображение у нас отвечает Adreno 610, это тоже неплохо. В принципе, с играми на средненизких он справится. 453 DPI по факту он рассчитывает. 1080 на 2340. Поддержка OpenGL ES 3.2. Сеть мы видим сейчас разрешена. 433 мегабита Connect в 5 ГГц. Телефон поддерживает 4G, в том числе Band 20. Очень частый вопрос, который задают особенно жители России. По батарее литий-полимер, оставшийся заряд 2500, и он детектит как емкость 6000 мАh. Очень удобно, что есть доступ к датчикам температуры, хотя сильно данный процессор не греется. Ну и из кодека у нас есть поддержка аппаратный H265, если говорить о том, чтобы посмотреть на данном смартфоне кино. Есть поддержка у нас AV1 декодера, вот этот сюрприз. Но это, правда, не аппаратная, а программная поддержка. Это все из-за Android 10. Из коробки у нас идет платформа Android 10. И сверху они накатили MIUI Global 12.01 на момент обзора. По всем параметрам, опять же, мы тут же можем посмотреть, что у нас есть. Если говорить о тесте скорости самого по себе модуль 5 ГГц, что для меня, по крайней мере, важно, то он спокойно работает в районе 200 мегабит, даже выдает какой-то больший результат, чем 200 мегабит. 215 на 337, неплохо. В Antutu Benchmark 849 он набрал, по крайней мере у меня, 186 257 баллов, то есть 186 257. Из них центральный процессор это 70 801, GPU 34 328, память 44 782 и UX это интерфейс, это 36 346 баллов. Если говорить о производительности его в рейтинг топ-100, то он обогнал такие смартфоны, как Galaxy S7 Edge, но это достаточно старые варианты. Если говорить из более новых, то это Redmi Note 8, и он стоит перед Galaxy S7 и Galaxy A51, и все, что уже выше, то есть Redmi 9, Redmi Note 7 Pro, все это идет уже выше по производительности, чем данный смартфон. То есть в рейтинге топ-100 на момент съемки Antutu он занял 94 место со своими 186-257 баллов. Хотя для столь бюджетного смартфона это достаточно неплохой результат. При оценке игровой производительности мы проверяли его в 3D Mark. В Slingshot он набрал 1828 баллов в тесте OpenGL ES 3.0, 1169 в Slingshot Extreme, при этом он нам не показал Vulkan. iStorm Unlimited показал 22 255 баллов. Вообще этот процессор в принципе сравним с производительностью каких-нибудь мультимедийных процессоров AMLogic на Smart TV боксах. Вот вообще на S922. Что касаемо камеры, камера меня вообще не впечатлила, не удивила. Из самого интерфейса камеры я здесь уже много чего тестировал, много чего фотографировал. В ночное время суток это просто-напросто трэш. Почему она достаточно сильно шумит, то есть у нее есть конкретный шум. Это с эффектом боке, то есть мы видим на коже у нас эффект размытия такой, знаете, неприятный. Мы тестировали видео, и, кстати, видео у нас таким заметным джодером, есть подрагивание, хотя это было снято в производительном режиме. Ну,
Он снимает. Вот единственное, что я могу сказать про этот смартфон, то, что он ночью снимает. Хотя я достаточно сильно балованный, и это плохо по сравнению именно с моим OnePlus 8. Смотрите все примеры фото и видео у нас в описании под видео. У нас есть с вами режимы ночь, выбор режима 48 мегапикселей, 48 мегапикселей Ultra HD включен. В режиме мы можем с вами выбрать задержку съемки. У нас есть вариант включить сетку, включить горизонт. И в самих настройках мы видим включение водяного знака. Качество фото мы можем выставить высокое, нормальное. Фокус, снимок. Короче, есть еще устранение мерцания. Вообще настройки камеры достаточно скудные. Давайте уберем этот режим. Есть режим профи, где вы можете выставить баланс белого, можете выставить задержку, ISO. Ребят, режим профи вообще стандартная штука на Xiaomi смартфонах, и это достаточно неплохо. Если мы с вами перейдем в режим видео, то здесь, кроме того, что мы можем с вами выбрать какое-то улучшение и эффекты, у нас есть режим макро при съемке видео и выбор всего лишь разрешения. Макро у нас 720p 30 fps, что достаточно печально. Выключим макро, это 1080p 30 fps, и никакой стабилизации здесь нет вообще. То есть ее действительно нет. Поэтому рассчитывать на то, что здесь, есть портрет, можем развернуть на фронтальную камеру, увидеть меня. То есть давайте я вот такой красивый себя сфотографирую. Ничего примечательного в этой камере нет. Две камеры, которые из них по 2 мегапикселя, это вообще какие-то непонятные заглушки, никому не нужные. Во всем остальном я считаю камеру не совсем удачной. Хотя и 48 мегапикселей, по-моему, это абсолютный маркетинг. Вы единственное здесь получите хорошие фотографии, только лишь при очень хорошем освещении. Вот тогда вы действительно получите кайф от камеры этого смартфона. Как я уже говорил, отпечаток пальца работает действительно неплохо. То есть для включения не нужно прикладывать никаких усилий. Вы просто даже не нажимая прикладываете к вот этой кнопочке, и все срабатывает. По поводу воспроизведения мультимедийного контента, то мы с вами попробуем YouTube, попробуем Google Play фильмы на трейлерах. Для этого будем использовать наш канал 4K Geoplace, где мы снимаем, это наш канал, где мы снимаем потрясающие видео. Подписывайтесь, и здесь же оценим с вами звук. То, что он будет воспроизводить отлично Full HD контент, даже при использовании, например, торсерва, звук, несмотря на то, что он стерео, он достаточно плоский. Здесь нет хорошей басистости. То есть это обыкновенный звук на те деньги, которые он стоит. Когда вот говорят, что топ за свои деньги, я не понимаю такого выражения. Почему? Потому что для меня это просто он стоит $150, и он просто на $150 выдает вот такой вот звук. Воспроизводит он YouTube максимально 1080p 60 fps, ни о каком HDR на экране идти речь не может. Вы здесь также можете смотреть спокойненько фильмы, вы можете использовать стриминговые сервисы, можете закачать торсерв, HD Videobox и смотреть какие-то фильмы достаточно тяжелые. Вот мы смотрим трейлер Соника, и вот то, что я говорю о звуке, звук достаточно плоский, режет по высоким уши. Если очень громко, то действительно режет уши. Нет, не нравится мне звук. Смотреть лучше в наушниках, все-таки там заявлено 192 кГц, 24 бита. По игровым возможностям. Когда мы запускаем игры, у нас появляется режим Game Turbo, он ускоряет игры. Сейчас мы с вами протестируем его на PUBG Mobile, на World of Tanks и на Shadowguns Legends. Достаточно тяжелые игры для смартфонов. В PUBG Mobile он ведет себя достаточно неплохо, но сказать, что вы получите какую-то плавность игры, мега замечательную, как это, например, происходит в смартфонах с большой кадровой разверткой, то есть с 90 Гц, в частности с OnePlus 8, вы здесь не получите. Но при этом он не тормозит. В настройках графики вы можете увидеть, что здесь выбран режим плавно. Если мы ставим высоко, этот режим будет скоро доступен на вашем смартфоне, но пока что невозможно установить графику на высокий режим. И приходится довольствоваться тем, что есть. Слушайте, пока что профризовок я не вижу. Подождем немножечко, высадимся и постреляем. Назвать геймерским смартфон действительно тяжело. Это факт. То есть мы имеем, что имеем. Достаточно удобно выцеливать нормально. Мне это нравится, но есть одно но. В данном варианте действительно вот эта вот невысокая графика вам не позволит различить хорошо объекты вдалеке, то есть просто-напросто будет смазанный объект, то есть выстрелить в кого-то вдалеке
будет тяжело, но в принципе играть на этом можно. Нет какого-то особого нагрева, как на топовых смартфонах, особенно в районе камеры, когда отводят звук, вернее, когда отводят тепло через саму по себе камеру, да, там в районе камеры обычно процессор. Здесь такого нет. И воу-воу-воу, кто там такой у нас умный, а? Кто стрелял? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Ну давай мы тебя сейчас положим. Ну вот видите, достаточно нормально можно поиграть. Даже кого-то положить. Слушайте, ну с PUBG Mobile хорошо, мы согласны. Действительно работает, не на самых высоких настройках. Самый тяжелый момент в Shadowguns Legends это лобби. И обычно, если устройство недостаточно мощное, то в лобби у нас уже начинаются профризовки. Пойдем с вами в настройки, в графику. Давайте выберем с вами высокую и без ограничений FPS поставим 60. Я хочу посмотреть, насколько он себя поведет на высокой графике в 60 FPS. Итак, в высоких, как мы поставили 60 FPS, в принципе, он неплохо работает, но и игра у нас не топ-производительная. Знаете, что напрягает? Вибра. Вибра просто-напросто ужасная. Это оно дешевое. Оно дешевое в плане того, что у нас не вибрирует сам смартфон, у нас слышно, что где-то чего-то вибрирует, это неприятно отдает в руку, и понять, что это нормально вибрирует, невозможно. Мне не нравится. Вот, у нас начались, видите, протормаживания в высоком. Все, есть, мы зашли в какую-то локацию с каким-то освещением, и в высоком у нас пошли протормаживания, поэтому мы немножечко понизим с вами настройки. Давайте настройки графики поставим на ультра нельзя, поставим средние настройки и нажмем применить. И будем понимать, либо FPS у нас виноваты, либо виноваты именно настройки графики. Ай-яй-яй, у меня мало патронов. Давай немножко постреляем. Нет, на средних настройках он достаточно плавно играет, на 60 FPS. Тут как бы у меня вопросов нет. В принципе, это соответствует частоте экрана 60 FPS, все плавненько. Слушайте, но Shadowguns Legends тоже понятно. Последняя игра, которую пробую, World of Tanks Blitz. Опять видим Game Turbo успешно ускорено. В настройках графики мы поставим высокое. Я думаю, что он спокойненько вытянет это все. По крайней мере, на это я рассчитываю. Ставим отображение теней низкое, среднее отображение растительности. Сумасшедшие настройки. В принципе, да, вот используя смартфон, бросается иногда в глазах вот эта вот рамка снизу смартфона, которая, ну, тоже за такую цену, она не должна быть другой. FPS мы, конечно же, не видим, но World of Tanks у нас неплохо отрабатывает. Вау. И поиграть у нас удается. Ага, а вот начал ощущать нагрев в этой части, но он настолько не критичный, что даже вот, я бы сказал, в холодное время суток будет приятно греть руку. Так, поехали. Неплохо. Я считаю, что ребенок, допустим, мог бы поиграть в какие-то незатейливые игры. Для серьезного гейминга эта штука не подойдет абсолютно, к слову, вообще. То есть у нас нет здесь хорошей частоты экрана, плюс нет хорошей производительности. Да, батарейка у нас есть 6000 мА, но сказать, что она там чего-то там вытянет мощная, мы уже с вами видели результаты тестов автономности. Есть как есть. Я в танках полный рак, поэтому я выхожу отсюда. В принципе, рассказал как мог. Выхожу, резюмирую данный смартфон. Как резюме могу сказать, что данный смартфон мы, конечно же, можем рекомендовать для детей, подростков, пожилых людей, для людей, которые активно не пользуются функцией NFC, они не совершают какие-то бесконтактные оплаты, они не пользуются тегами NFC-шными, но для меня данный смартфон, он уже не актуален, мы говорим правду. Как, в принципе, он, наверное, не будет актуален большинству населения стран СНГ, Европы, ну, про Америку мы вообще молчим. Слушайте, вообще... За 150 баксов это неплохо. То, что сделали Xiaomi, это неплохо. Совокупность всех характеристик, новый процессор, это тоже неплохо. То, что мы с вами видим какую-то лаговитость интерфейса, ну так извините меня, и процессор-то не топовый. Так, в принципе, это все оправдывает сама цена этого смартфона. В остальном всем это самый обыкновенный бюджетный смартфон с неплохими характеристиками и неплохим набором функций. На этом у меня все. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Poco M3 на канале Технозон. Пока, ребят.